Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами готовим косметику в домашних условиях, только из чистых натуральных продуктов, которые найдутся у вас всегда на вашей кухне. И сегодня мы с вами сделаем элементарную, питательную, омолаживающую маску, которая будет состоять из следующих компонентов. Вы помните, в прошлый раз мы с вами делали заготовку из чайной ложки рисовой муки, чайной ложки крахмала и чайной ложки соды. Вот, я откладывала ее на сегодня, также на нашу сегодняшнюю масочку. И я отложила часть в вот такую вот баночку от крема, которую я всегда могу взять в дорогу. Так вот, мы берем эти три компонента заготовки сейчас и в эту маску. Также нам понадобится 1 чайная ложка любого косметического масла. У меня масло, которое я сама приготовила из лепестков роз. Вы можете взять, если у вас такого нет, любое оливковое холодного отжима или же даже подсолнечное. И 1 чайную ложку я взяла сока алоэ, который я сама выдавила из листика, просто из цветка, который у нас растет на подоконнике. И в завершении мы с вами обязательно приукрасим нашу маску 10 капельками витамина молодости, витамина Е. Ну что, высыпаем нашу заготовку, где все сухие компоненты у нас уже смешаны. Теперь сюда выливаем сок алоэ и масло, косметическое масло. И сейчас будем аккуратненько все это вымешивать. Вымешивать нужно тщательно, чтобы не было никаких комочков, поэтому не спешите, мы все успеем. И на каждую маску, которую я делаю вместе с вами, у меня уходит буквально минут 5-7. Все, вымешали. И в завершении мы с вами добавляем незаменимый витамин Е. 10 капель. 5. И еще 5. Все тщательно вымешиваем. И наша маска готова. Теперь делаем тест на аллергенность и умываем хорошенько лицо. Ну а потом встречаемся в ванной комнате. Надеюсь, у вас нет аллергии. Все хорошо, ничего не чешется, не жжет после теста. Тогда, начистя лицо, наносим нашу маску. Маски не так много, ее буквально на 2-3 раза. И она вот такой консистенции, видите, как такой кисель, что ли. И цвет она очень приятного за счет сока алоэ, который при комнатной температуре делается таким вот каким-то темно-бордовым. Теперь по массажным линиям наносим нашу масочку на лицо. Очень и очень приятно. Она такой консистенции шикарная. И вот эта вот смесь, которую я вам показала в моей прошлой маске, да, это сода, крахмал и рисовая мука. Это такая палочка-выручалочка, дорогие мои. Вы знаете, я всегда имею вот такие сухие а-ля смеси в своей косметичке, в бьюти-боксе. И когда мы куда-то едем, а езжу я очень часто куда-нибудь, то я всегда беру в том же отеле, например, растворимый кофе или сливки, и добавляю в эту сухую смесь, и вот уже у меня прекрасная омолаживающая маска, которую я могу сделать в дороге, в командировке, на презентации или перед презентацией моей книги, или даже на девичнике. В следующую пятницу я со своими 2 подружками лучшими еду на девичник. Мы встречаемся на нейтральной территории в Швеции. От нас очень рядом Швеция. Вот. И буквально 45 минут, и мы уже там.
И я взяла тоже вот эту самую волшебную смесь с собой. Это будет сюрпризом. И я обязательно запишу для вас эту процедуру, которую я сделаю со своими подружками в отеле. Сода и крахмал, вот это сочетание, это просто, знаете, секрет всех косметологов, вот честное слово. Потому как эта чудесная смесь настолько хорошо подтягивает, осветляет. Ну и мы добавили же еще волшебненький такой витамин молодости, витамин Е сюда. И сок алоэ. И у нас получается очень и очень хорошее такое уходовое средство, которое будет нас только омолаживать. Дорогие мои, маска, вот видите, немножко осталось. Ну, 2 раза максимум ее, больше ее не хватит. То есть у нас получилось маски на 3 раза. Сейчас мы сделали, вы видели, я нанесла на декольте, на шею, естественно, на лицо. Остатки я сейчас положу в малюсенький контейнер специальный для моих масок. Поставлю это все в холодильник, так вы должны это хранить. И эту маску мы делаем буквально там через 3 дня. То есть не каждый день, а с перерывами, для того, чтобы у нас не было привыкания кожи к одному и тому же типу масок. Потом, когда у нас закончится эта масочка, соответственно, мы начинаем какой-то другой курс с вами. Вот. Такая у нас сегодня простая получилась элементарная маска, потому как у нас как база уже была готова. Это самая смесь, да. И не бойтесь, делайте все мои рецепты, если у вас нет аллергии, обязательно готовьте для себя, делайте. И все должно быть на регулярной основе. Если вы одну маску сделаете раз в полгода, соответственно, у вас не будет никакого результата. А если вы будете за собой следить и делать какие-то процедуры, любить себя таким образом, хотя бы 2 раза в неделю, у вас обязательно будет хороший результат, и все вам будут дарить комплименты. Дорогие мои, спасибо, что были и сегодня со мной. Все полезности я оставлю под этим видео. Вы почитаете и о свойствах алоэ, о крахмале, о соде, соответственно. И, конечно же, оставляйте свои комментарии об этой маске, свои впечатления, если вы ее сделаете, или после того, как вы ее сделаете. Оставляйте также свои, может быть, идеи для моих новых рецептов, которые я обязательно с большим удовольствием для вас запишу. И я всем искренне вам желаю, мои хорошие, крепкого здоровья, счастья, любви, молодости, красоты и, конечно же, мира. Всех вас обняла и до новых встреч, до новых простых рецептов, которые мы с вами делаем вместе. Самых простых и чистых продуктов. До новых встреч. Люблю вас всех. Виктория. Пока!